Вот я, характерная русская баба. This is Russia. Я не белоручка. Я в детстве мечтала быть проституткой. Так. Я в детстве мечтала выйти замуж за Антонова. Что мне делать с этим? Как теперь мне ему это доказать? Да? Погнали? Давай, поехали. Он взял арбуз, кинул, предупредил, что сейчас будет стрелять. Может, Ленина убрать? У меня все классно получилось. Аня тебе что пишет? Что я старый Собчак. Скажи, Гордеевой, скажи. Моя профессия мечты — хлопушка. Правда? Нет. Я в детстве мечтала быть проституткой. Обсудим. Так. Я в детстве мечтала выйти замуж за Антонова. За Антонова, за Юрия. Да. И спрашивала у мамы, почему она не вышла за Киркорова. Ну, так как Антонов немного старше Киркорова, у вас бы была очень странная семья. Вот как бывает, где лето звонкий крик. Так, подождите. Ты первая, я вторая. Давай. Такая малюська. Подожди. Я отстаю. Ехать я тоже буду за тобой. Потому Давай. что мало ли как жизнь-то сложится. Ох, Матерь Божья. Ключик. Ключик. Главное, тормоз прижимать. Да? Да? Погнали? Давай, поехали. Значит, важный вопрос, Так. который я должна задать перед началом интервью. Какой твой любимый цвет? Зеленый. Ты так ждешь, что я тебе подскажу. Зеленый, пошли, зеленый. Значит, зеленый. Ты так ждала, что я тебе подскажу. Такое ощущение, что ты в школе пользовалась подсказками. Я списывала. В смысле? Ты списывала в школе? Конечно. У кого? Это позор? Ну, нет, нормально. У кого? У Аси Шавровой. Это моя подруга, она отличница была, а я троечница. Вот. А тебя дома ругали за тройки? Ругали. Ругали. Ну и там ремень. И ремень. И ремень. У меня очень строгая мама. Но она очень хорошая еще. Ну, за что могло прилететь? Вот глобально, за отметки. За отметки, за плохое поведение, за то, что пришла пьяная и наблевала в коридоре, например. Я была просто оторви и брось. Что ты делала? Дралась? Конечно. Дралась. Ты хорошо дерешься? Да. Хорошо, я занималась боксом, я занималась рукопашным боем, я занималась армрестлингом, регби. Я хорошо дерусь. А зачем тебе это было надо? Но вот как я сейчас понимаю, это просто там очень много энергии, ну, в это уходит, а у меня ее много, и поэтому вот именно этим и занималась. Это правда, что ты рубилась с пацанами в детстве за то, чтобы играть в футбол? Да, конечно. И я в итоге добилась своего, я играла в сборной района, и мы чемпионы Москвы в каком-то году, да, я полузащитник была. Подожди, вся команда мальчики, и ты... Нет, это женская сборная была. И они, по-моему, сейчас где-то в олимпийских резервах, короче. А ты выбыла? А я актриса. Так получилось. Вот многодетная семья какую-то специфику накладывает на ребенка. Мне кажется, что проще социализироваться, находить общий язык с абсолютно разными людьми. Но тоже я сейчас говорю про себя. Я не очень люблю вот эти, знаешь, все среднестатистическое, ну типа обычно в многодетной семье там то-то, то-то там или... Обычно в многодетной семье все друг за другом донашивают одежду. Это правда. Это, конечно же, это выгодно, это экономия. Раньше понимаешь, что такое ответственность, мне кажется. Что-то я куда-то улетела сейчас вообще. Ты одна из двух старших, правильно? Да, у меня старший брат, потом я и потом 4 мелких. Сколько тебе было лет, когда появились мелкие? Мне было 12. Первый родился Артем, потом Маруся, потом Вася, а потом Агриппина. И ты всем меняла памперсы, водила в садик, кормила, поила. Да.
есть как мама. Да, помогала. У тебя это не отбило инстинкт материнства? Нет, а наоборот, как-то я очень люблю детей разных. Ну, в смысле, не только своих, там, братьев, сестер и сына Корнея, а просто любых. Вот. И еще классный ввод по поводу многодетной семьи. Абсолютно все равно, когда в самолете кричат дети. Просто у меня фильтр. Мне просто ощущение, что люди, которых это бесит, они никогда сами не были детьми, у них нет детей. Как? Да, это ребенок, понятное дело. И я сама была в ситуации, когда Корней, ну вот просто не мог успокоиться. И ты прям чувствуешь, что, наверное, там все думают, что мать плохая, не может успокоить ребенка никак, ну да, ему там сиську, там игрушку, что-то. А все уже перепробовал, ничего не получается. Когда, в общем, находишься вот в этой роли, когда у тебя плачет ребенок, намного больше стресса, чем когда летишь и слышишь, как плачут дети. Что ты не делаешь с Корнеем из того, что с тобой делали родители? Не бью, даже не даю там как-то, ну какой-то, как это называется, подзатыльник или там как-то по попе. Вообще вот не могу. А все остальное просто, ну, тоже как и мама, люблю. Когда ты забеременела Корнеем, была ли у тебя идея, что ты можешь остаться без карьеры актрисы? Нет. Правда, нет. То есть тебе не было страшно, ты не стояла перед выбором? Нет. Ты знаешь, правда, не, вот я клянусь, не было никакого страха. Говорили там какие-то там мои знакомые, что ну, Варя, ну нужно же сначала там встать на ноги, сделать имя. Я не понимала, почему нельзя как бы вместе. Ну, можно же. Пойдем скорее. Нужно собрать книжки на месяц. Семья у нас читающая. Так, ну что у нас тут есть? Для меня, конечно, Фауст мой любимый, я без него вообще не живу. Шаламов мой любимый, хороший. Диалоги с Соломоном Волковым. Ребят, это надо читать, только начала. Соломон Волков – гениальный собеседник. Ну и нестареющая классика. Данте, дорогой наш Алигьери, божественная комедия. Все, пошли в другой шкаф. Так, ну что, Кафка с Кафкой по жизни. Без этого у нас сейчас никак. А Чхартшвили, «Аристономия» – отличная книга. Очень развивает мышление. Гофмана возьмем, главный наш сказочник. Ты читаешь детям Гофмана? Валерий Медведев, главная книжка моего детства. Баранкин, «Будь человеком». Теперь пошли для самых маленьких возьмем. Так, вот эту возьмем, мы читали, но это сюда полезно перечитывать. Это мы просто очень любим. Ну, а это полезное с приятным. Все, кажется, я готова. Пошли. Фух, сейчас все сложу и начнем. Хотя зачем? Если все книги, которые хочу прочесть я и собираюсь прочесть своим детям, умещаются в одном смартфоне, точнее даже в одном приложении. Storytel. Реальное спасение и моя большая любовь. Мы слушаем книги в Storytel перед сном. Сейчас это Питер Пен. Деньги, пожалуйста, не уходи. Мы слушаем Storytel по пути в школу, детский садик и обратно. Только что закончили зверский детектив Анны Старобинец. Полный восторг. Голос зайчихи раздался из-за спины барсука. Ну и в те редкие минуты, когда я остаюсь одна, я тоже слушаю Storytel. Сейчас слушаю Стивена Хокинга «Кратчайшую историю времени». Фридман создал только одну модель Вселенной. Но если его предположения верны, то возможны 3 вида решения уравнений Эйнштейна. Всего за 549 рублей в месяц вы получаете доступ ко всему контенту приложения. Книги, лекции, подкасты, стендапы, аудиосериалы. Можно экспериментировать, слушать то, что никогда бы не стал. Вдруг откроешь что-то новое. А еще есть таймер, чтобы не пропустить самое интересное, закладки, чтобы всегда возвращаться туда, где остановился, офлайн-режим, чтобы слушать без интернета и регулирование скорости воспроизведения. В общем, ребята, выбрать есть из чего. В приложении Storytel 115 тысяч аудиокниг. Скачивайте Storytel, смотрите рекомендации и подборки и начинайте слушать. Сколько раз ты поступала в театральный? 4 раза официально, и первый раз я закончила только 10 класс, я просто пробовалась, ну,
Я не смогла бы никак поступить, потому что я не закончила 11 класс. И вот ты пришла на курс Виктора Рыжакова. Да. И что ты там сделала такого, что он все-таки тебя взял? Ну, может, как-то пафосно прозвучит, но типа настало мое время, да? Да, смешно. Да, очень смешно. Много думала, конечно же, по этому поводу, потому что это 4 года поступлений, много рефлексии, много самоанализа, много вопросов. И я, мне кажется, сформулировала какой-то ответ. Вот приходит девочка, красивая, рыжая, веснушки, фактурная, да, такой голос. Не такой, как сейчас, простите, но интересно, ну как бы. А внутри несоответствие. То есть меня видят и ждут, что сейчас будет что-то классное, интересное, а внутри не готово. И эти 4 года, видимо, нужны были для того, чтобы, наконец, внешнее совместилось с внутренним. Но ты себя чувствовала героиней или ты себя чувствовала характерной актрисой? Я себя всегда чувствую героиней. Но играю характерные. Но это классно. Так все-таки что ты читала Рыжакову, когда ты поступала? Что читала? Да. Я читала Веронику Тушнову. «Знаешь ли ты, что такое горе?» Так. Я читала Шолохов, отрывок из «Поднятой целины». И стихотворение Николая Огнивцева «Жираф и гиппопотамша». А я извиняюсь, почему такой выбор? Вероника Тушнова «Что такое горе?» «Знаешь ли ты, что такое горе?» Это вот в моем представлении это была та самая героиня. Ну, А, так тебе казалось? мне так казалось, потому что я знаю, про что я говорю. Я 4 года поступаю. Возьмите меня, пожалуйста. А как там было, ты помнишь? Знаешь ли ты, что такое горе? Его переплыть все равно, что море. Его перейти все равно, что пустыню. О нем говорят словами пустыми. Говорят, вы знаете, а он ее бросил. А я без него, как лодка без весел, как птица без крыльев, как растение без корня. Знаешь ли ты, что такое горе? Там дальше. Я не помню. Вот. А «Поднятая целина» — это вот я, характерная русская баба, которая, ну, вот это вот все, то, что от меня все ждут всегда. Энергия, мощь, Русь. То есть ты Русь? Ну, подождите, как сейчас я еще волосы распущу, там Русь прям. Русь as it is. This is Russia. Да. Но ты говоришь, что все от тебя это ждут, а ты внутри – это она? Нет. А кто ты? Ну, я Джульетта. Твоя первая роль у большого кинорежиссера – это все-таки Звягинцев, наверное, да? Да. Как ты попала в нелюбовь? Кастинг. Пришла на кастинг, приехала на мопеде. Я была тогда беременна. Когда они узнали, группа Андрей Петрович и Элина запретили мне ездить на мопеде и ругали меня, если сказали, что если увидят, они выгонят меня из фильма. Я сначала приехала пробоваться на роль, которую в итоге сыграла Марина Васильева. И я когда читала эту сцену, я говорю: Жень, смотри, там героиня беременна, я стопудово буду там сниматься, типа, ну, это же, ну, судьба. А потом читаю и понимаю, что вот не мое, вот эта вот роль, вот не смогу, что ли, сделать, не знаю, как объяснить. У него кастинг – это ты как бы репетируешь роль, да? Ты как бы играешь какую-то мизансцену. Ну да, он с тобой, текст кидает. То есть он да? как твой партнер. Да, да. И первое дело просто, что делает Андрей Петрович, это он тебя прям вот располагает. Он просто дает тебе время выдохнуть, начинает с тобой общаться очень, ну, как бы просто. И в итоге спустя там 15-20 минут общения уже можно без вот этого вот всего начать спокойно кастинговаться. Да, и вот мы сделали эту сцену, и я говорю: мне кажется, это не... Он говорит: да. Вы знаете, это не ваше, но мы специально вас позвали просто, ну, посмотреть, какая вы. Вот. Я позвала его на спектакль. Пришел? Пришел. Да. Он Это очень было вежливый. безумно приятно, конечно. Ну, типа, Андрей Звягинцев пришел какой-то там этой артистке на спектакль. Ну, классно.
Да, и потом через где-то месяц прислали вот роль вот этой вот Лены, поисковика. И тогда уже вот прошла. И в день свадьбы, когда мы были в Грузии с Женей, мне пришла смс, что меня утвердили. Мы из поисково-спасательного отряда ищем мальчика Алёша Слепцов, 12 лет. Это его мама. Он сбежал из дому и мог называться другим именем. Мы знаем, что к вам вчера поступил ребенок, подходящий под наше описание. Как сниматься у Звягинцева? Классно. Там такая команда. У него уже собранная она годами. Они все друг друга слышат. Никаких оров, криков. Никто никуда не спешит. Все прям... Ну, я не знаю, очень круто. А ты играешь Наташу, ты позавчера сыграла Наташу, да, в спектакле «Три сестры», и это один из лучших твоих спектаклей на самом деле. Правда? Ну, по мне так да. А ты так не считаешь? У нас просто есть еще классный Питер Пен «Фантомные вибрации». Вот это интересно. «Три сестры» я очень люблю, правда. Это один просто из немногих спектаклей, который сделал Рыжаков с нами. Поэтому очень, да. А в 21 веке как вообще играть Чехова? Очень странно, если честно. Вот особенно в последнее время, после пандемии, начались эти вопросы. Типа, как сейчас выходить на сцену, и я что, кого-то изображаю, я одеваю какой-то костюм, сидят зрители, а я на сцене выступаю. Очень странно. Поэтому сейчас хочется больше куда-то в какое-то, не знаю, подполье уходить, какой-то снимать вот эти вот костюмы, снимать сцену, вот так вот, типа, общаться со зрителем прям. У кого из больших режиссеров ты бы тоже хотела сняться? Кантемир Балагов, да? Кантемир Балагов. А Кантемир знает, что ты хочешь у него сняться? Если честно, да. Я ему сказала об этом лично. Что он ответил? Но он не сказал, типа, окей, давай, я зову тебя куда-то. Он такой, просто он, Кантемир. Я просто везде говорю про него, мне кажется, он меня возненавидит просто скоро. Как в твоей жизни появились мотики? У меня был незакрытый гештальт. Мы ездили в 2010 году с Горчилиным, с Мулиным, с Кукушкиным в Крым на мопедах по всей южной трассе. Это было невероятное приключение от мыса Фиолент до Керчи, до поселка Геройское. И они мне ни разу не дали сесть за руль. И еще мы постоянно ломались, и они все говорили, что это потому, что у меня жопа большая. А почему мопед, а не мотик? Страшно, потому что мозгов нет, люблю скорость, и я боюсь, что если я сяду на него, я не слезу, я просто, погоню. А мопед, он максимум 60-70. Прямо? Как ты ездишь по Москве? Это же очень страшно. Вообще не страшно. Стартуем. Отлично у меня, но ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь. Здорово! Здорово! Отойдем, кто разберет, читает. Ваня! Ты монстр! Это еще хуйня. Ой, это еще ничего. Ерунда! Да, это еще. А что не фигня? Слушай, я по городу продвигаюсь быстрее и резче. Я пожилой человек. Но соблюдая все правила движения, следя за пешеходами. Ну и там. Это само собой так получается? И для тебя действительно важно быть в этих мальчиковых компаниях, не отличаться от них ничем и быть с ними наравне? Да, мне хочется быть наравне. Когда говорят так на физкультуре, мальчики 15 раз, девочки 10, но если я могу сделать 15, почему я должна делать 10? Это изменилось, когда ты Женю встретила? Появилась, да, девочка Варя, женственная. И какой тебе больше нравится? Мне нравится совмещать. Как вы познакомились с Женей? Это был 10-й день моего запоя, потому что я снова не поступила в театральный институт. Мои все друзья, наконец, закончили сессию, и мы могли видеться.
с Горчильным, с Стекловым, с Скворцовым, из одной квартиры в другую, со вписки на вписку, на дачу, куда-то. У меня тогда был мальчик, короче, и мы с ним расстаемся. В этот же день Петя позвал меня. Мы должны были идти с ним вместе на чайку в Бутусово, а у него перед этим была встреча. И он говорит, ну, пойдем со мной, типа, что? Я говорю, а что за встреча? Он говорит, ну, вот там они будут фильм снимать, в ГИКовские ребята. И мы приходим, и там сидят девчонки, и звуковик Олег. Он не герой моего романа. Вот. И что-то начинают Женя Козлов, оператор. А у меня было тогда странное представление об операторах, как будто бы они как Вассерман, знаешь, с такими... Нет, вы самые лучшие, как сказал Агранович, лучшие представители человечества. Но почему-то казалось, что какие-то засаленные, порванные, с банданами. А тут открывается дверь, Так. кафе озаряется светом, заходит Женя в желтой рубашке, в белой майке, в таких шортах, таких с мотней типа. И у него невероятно красивая улыбка. И в этот момент я понимаю, что это мой будущий муж и отец моих будущих детей. Вау. А мне 19. Так. И я такая, что мне делать с этим? Как теперь мне ему это доказать, что так и будет? Ну, наверное, это, да, называется любовь с первого взгляда. Хотя потом полгода я его добивалась. Но, правда, что-то такое произошло в первую нашу встречу. Я никогда не видела таких, как он никогда не видел таких, как я. Он был в восторге от моего смеха, а я от его улыбки. Он записал меня как Варя Рыжая, потому что он же оператор, если вдруг понадобится рыжая актриса, Варя Рыжая. А я его записал Женя оператор, он оператор. Да, и в итоге у нас на кольцах, на наших, так и записано. Там вот, смотри. Дай посмотрю. Мы так и записаны. Женя оператор. Да, мы записаны друг у друга так в Класс. телефонах. Да, Женя оператор и Варя Рыжая. А до сих пор так записано? Да. Ну и что я напишу? Любимый муж. Серьезно? Женечка? Женюлька. Ну не. Как ты его называешь? Женюля. А он тебя? Варюля. Сейчас, Варюся. Ты чувствуешь что-нибудь типа головокружения от успехов? Скорее... Да нет, скорее просто от нехватки времени побыть одной. От этого головокружения. It's a finish of the day. The sun goes down behind the bay. You can never wonder how far am I from normal men now. Правда ли, что ты на Новый год загадала желание быть популярной? Да, нет, почему? Да или нет? Нет, я никогда такого не загадывала. Не может быть, нет. Нет? Я в один Новый год загадывала бросить курить. Бросила? Нет. Так. В другой Новый год загадывала что? Чтобы Женя полный метр снял. Он снял. Снял. Да. Похудеть. Похудеть. Получилось? Так. Слушай, я не загадывала быть популярной точно. Ты что, хочешь сказать, что этого никогда не хотела? Так это всегда было просто, я себя всегда чувствовала популярной. А про то, что вот успех – это такая очень временная штука, ты думаешь об этом? Я скорее просто не пытаюсь удержать это во что бы то ни стало. Все проходит, типа сейчас просто такая волна, вышел сериал, там короткий метр на Кинотавре, а потом раз, и кто-то будет новый, какая-то новая звезда, нового сериала. Это абсолютно нормально. А как ты относишься к хейтерам, которые есть у тебя в Инстаграме? Как они появились вообще? Они же как-то не у каждого человека вроде заводятся. Не, они не у меня. У меня достаточно благоприятная, аудитория. Просто в этом Кинотавре, да, они же там постят в разные, там ВОК меня выложил, Макс Фактор выкладывает, Белла выкладывает, Окей выкладывает, Старт выкладывает. И я, зашла. А ты ходишь везде, комментарии читаешь? Вот, смотри как. Я так больше не делаю. Я сделала так один раз.
меня вывело из себя, правда, что люди... Я не понимаю просто, как так можно писать очень зло, но я же им ничего не сделала. А мне кажется, что я красивая на фотографии, и что платье мне идет. Аня тебе что пишет? Что я старая Собчак. Это во-первых. Старая Собчака, почему? Я не знаю, почему, не знаю. Что Ты не толстая. похожа на Собчак. Да, мне тоже так кажется. Ни на старую, ни на молодую. Ну, старую ты еще не видела. Нет, кто-то пишет Собчак в молодости, кто-то пишет старая Собчак, кто-то пишет просто Собчак. И это было, причем еще давно мне так писали. Что жирная, что колхозница, что неухоженная, кто это такая, кто назвал ее звездой, откуда взялась, где нормальные звезды, кто это, что нам подсунули, настроение испортилось, блюющие смайлы. Ну там как бы миллиард. И меня это так, правда, сильно задело. Я не ожидала, что так сильно заденет, короче. И меня так разозлило. Там кто-то написал, как она там что-то там додумалась так одеться. Я просто разозлилась и написала «рак мозга». И потом другой какой-то Инстаграм это типа сделал скрин и написал как актриса, как новая звезда Варвара Шмыкова ведет себя в комментариях. Я больше так делать не буду. Я просто очень сильно, Ну, рак мозга это же вообще как бы онкологический диагноз. типа, я пошутила, и мне казалось, что я пошутила, что у меня, Короче, неудачно пошутила. да, еще. неудачно вообще. Не буду так больше делать. Не буду Тебя читать это ранит прям по-настоящему. Это незнакомые люди, которые тебе делают больно, да? Я удивлена, что это меня ранит. Мне казалось, что просто так много их. Что ты сильнее. Да, их просто очень много. Эй, ты чего? Это вообще какие-то неизвестные люди. Зачем они так пишут? Потому что им больше некому писать. Фух. Короче, дай 5. Если бы не ты, Да. я никогда бы этого не сделала. Ну, классный же. Ну, особенно стрёмно было, когда мы на мост заезжали. Как тебя нашли твои чики? Мы пили пиво. Мы, компания друзей, встретились просто поиграть в пинг-понг. Вот Эдик сказал, что есть такая история. Вкратце сказал, что почем. 4 героини. Он говорит, типа, Горбачева, Носова, ты, и пока еще вот ищем 4-ю девочку. Что скажешь? Конечно, все. Было ощущение успеха в начале? Да, Вот что это будет конечно. успех. Конечно, да правда. Ну, состав какой? А тема какая? И да, и сценарий классный. Ну, правда, я не могу сказать, что прям вот мы такие на расслабоне, мы знаем, что да нет, мы прошли через огонь и воду, и кучу сомнений, конечно же, куда без них. Но вот это вот внутри ощущение, что да. И плюс пандемия помогла, что все сидели дома, когда сериал вышел, и они его смотрели. А что за дело-то? Разбогатеть, стать счастливыми и независимыми. Девчонками тут подумали, решили уйти. Я тебе, сука, житья не дам. Это война. Это правда, что вас стреляли на съемках? Да. В Кабардино-Балкарии? Да. А что случилось? Я рассказываю свой вариант, а не вариант желтой прессы, хорошо? Мы Хорошо. снимаем... Спасибо. Мы снимаем сцену... Нет, давай еще желтый пресс. Сначала расскажи вариант желтой прессы, вариант потом... желтой прессы. Человек кричал из окна: «Не позволю снимать про проституток в моей Кабардино-Балкарии», и начал стрелять. Этого не было. Он не кричал этих слов. Он просто напился. Это бывший мент. У него дома 7 единиц боевого оружия. Как обычно это бывает у ментов. Да. И как бы он напился, а мы ему помешали. Мы громкие. Он взял арбуз, кинул, предупредил, что сейчас будет стрелять. А мы при этом разводим сцену, где мы с Лапенко утром просыпаемся. Такая голенькие. нежная. Да. Весело, здорово, что-то там шутим, поем, ля-ля-ля. И тут заходит Вика, второй режиссер. Он говорит, он кинул арбуз и сказал, что будет и дуф, и выстрел. И, это сюр, типа, такого не бывает.
Наши мужики по свету там работают. Всем лежать, все в другую комнату. А мне смешно, потому что, ну, типа, что? Стрельба, типа, как это возможно? Звоним нашему Вове локейшену, он вызывает там всех, кого возможно, и мы аккуратно так выглядываем из окна и ждем, где же сейчас эти наши спасители. И буквально проходит там минут 7, и бежит девочка в форме полицейской, на каблучках вот так вот. Мы как давай смеяться. Но оказалось, это его жена. Все в порядке. Но это просто было А то есть у смешно. них крепкая полицейская семья. Да. И 7 единиц оружия на двоих. Да. Класс. Но он, видимо, расстроился, потому что он ушел на пенсию, и он, видимо, ну, просто был расстроенный. Все-таки ты московская девочка, ты нашего юга не знаешь. А что тебе было удивительно? Но на самом деле, я москвичка, я выросла в Москве, но там Северная Тушина, это такой же там город прохладный. Все друг друга знают, сплетни разносятся быстро. Кто кого, с кем, кто чего. Я доила коров в детстве, в деревне отдыхала. Ну, как бы, я не белоручка. И хорошая артистка. Рот закрой! Денег нет. Но на нет и суд есть. Ну, не знаю, когда Эльбрус вот так вот ты видишь, это поражает, конечно. В какой момент ты действительно поняла, что сериал удался? Когда ты смотрела 8 серию, А ты не видела до... Нет, конечно. Ты до премьеры не видела? ребятушки, Эдик в 3 утра выходил из монтажки за день до того, как нужно выпускать серию. Это все монтировалось вот. Он сдавал ее вот там 6-го, она должна выйти, и 6-го там типа в 4 утра он выходил из монтажки с материалом вместе с Олей Кочетковой. Ты с Женей вместе смотрела? К сожалению, нет. Женек уехал тогда уже работать, и я посмотрела первые 5 серий одна, 6-ю с ним, 7-ю с мамой и с детьми, а 8-ю вместе всей группой. Ну и что, там в конце плакали? Вообще. Я вообще, ну, как видишь, люблю поплакать. Ну, это очень круто, что мы смотрели вместе. Я безумно рада. Все плакали, правда. Когда ты поступала и когда ты мечтала стать актрисой, кто был твоим кумиром? Плещук, Гундарева, Френдлих. Френдлих. Ну, это я говорю про детство, когда я не ходила в театр, а смотрела только фильмы. А так, конечно, Агриппина Стеклова, Евгения Добровольская и Женя Дмитриева. А сейчас, вот ты когда смотришь, ну вот вокруг на коллег, Да. какие актрисы вызывают твое восхищение? Ну, Маша Смольникова, Чулпан Хаматова. Просто что-то невероятное. Ты смотрела «Доктора Лизу»? Да. И как тебе? Я рыдала, как мразь просто, простите, но это невероятно. Я не знаю, как она это делает. Ну, то есть тут еще так совпало, что сама по себе Лиза, это ну просто, да, это глыба, и Чулпан еще глыба, и вместе получается просто какой-то, ну, бешеный коктейль. У меня здесь 200 голодных пациентов. Сейчас будете нам мешать, они вам нахрен все разнесут. Я понятно сказала? Тебе больше нравится зрительское кино или авторское? Авторская. Но «Доктор Лиза» — это зрительское кино. Да, Но при этом ты торкнула. да. Но я в этом смысле очень, как это называется, благодатный. Нет? Благодарный зритель. И в том числе так Рыжаков учил, что находить в первую очередь что-то, ну, что зацепило, что заинтересовало. Поэтому зрительское кино классное, но люблю авторское. Хочу сниматься в авторском. Да. Там гонорары меньше, нет? Да какая разница? Здрасте, а ты чем собираешься зарабатывать на жизнь? Ну, чем-нибудь еще, не знаю. Какие варианты? Ну, я же блогер. Там есть, ну... Там нормальные деньги платят? Вот сейчас... Вам, блогерам, нормальные деньги платят? Ну вот сейчас стало получше все. Я начала получать деньги за какие-то съемки, там, ну, фотопроекты, спецпроекты. Как это устроено? Ты размещаешь фотографию с каким-то брендом, и тебе за это платят деньги. Да? Да. Какие деньги? Ну, вот порядок цифр. Не знаю.
вообще не понимаю. Слушай, если честно, правда, пока не очень знаю. Ты работала продавщицей в одежном магазине. Да. В Цветном я сначала... Он только-только открылся. Там не было этого Ревгоша. Там вся часть эта правая была огромный магазин, в котором я была одна продавщица, и там продавались супердорогие подарки, типа там картины, либо какая-то там шкатулка. Ну, короче, очень такие странные. Никто ничего не покупает, потому что нахрен дорого, и ты просто, ну, как бы весь день так сидишь, ну, кто-то что-то купит, ну, там, какую-нибудь там писюшку там за 6 тысяч рублей уже хорошо. Ну вот, и я поэтому там сидела, читала книги. Потом этот магазин закрылся. Потом я уже дорабатывала по периметру вот эскалатора. Есть тоже всякие штучки, но подешевле. И их больше берут. И я вот там была типа смотрящей. У тебя хорошо получалось быть продавщицей? Да. Сколько зарабатывала? Никогда в жизни я не вспомню, я не знаю. У меня с деньгами какая-то... Я могу тебе сказать точно, что я заработала себе на Евротур. Мы съездили потом вот с Горчилиным, Стекловым, с Петей. Нифига себе. 80 тысяч за октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Не, ну ты что-то еще откладывала, что родителям давала? Не откладывала. И родителям тоже не давала. Ну, сейчас даю. Сейчас есть возможность. Ну все, хорошо. Да. Реабилитировалась. Да. А были у тебя сомнения в том, что ты вот всю жизнь проработаешь в этом магазине и никогда ты не будешь играть ничего? Нет. Ни одной секунды? Нет. У меня в детстве было ощущение, что если я буду сниматься в кино, то это я должна платить режиссеру, а не мне. Ну, как бы потихоньку начинает получаться, что, ну да, там труд должен быть оплачиваемый. Что, в принципе, ну, я же артистка, это дипломированная, ну, то есть я... Народная. Народная. Здрасте. Да. Ну, как-то, в общем, начинаю с этим смиряться, что деньги, они, ну, зарабатываются, это нормально. Не знаю, как это объяснить, что это за штука. Ты смотришь фильмы, в которых ты снимаешься? Конечно. И, как правило, какое-то на тебя впечатление производит? Ну, я на себя отдельно как бы не смотрю, я же смотрю в целом фильм, как обычный зритель. Вот. А фильмы классные. Ну, это ощущение себя на экране, свой голос на экране, себя на экране, оно не расходится с тем, как ты себе представляешь себя во время съемок. Я не хочу сейчас себя захваливать, но я себе, правда, нравлюсь. Ну, нет такого, что, ой, вот так вот, знаешь. Так было с самого начала? Нет, наверное. С самого начала у меня вообще первый киноэпизод был у Досталя Николая. Вот такусенький. Я снялась в сериале «Раскол». Там реально 2 секунды я появляюсь из-за шторки и говорю, что там то ли родила, то ли еще что-то. Девочка, поп! Но мне так понравилось, как подход. Там вот этот маленький высунулась, но у меня там был какой-то там и старый крестик, и здесь и повязка, и какая-то, значит, ну прям вот чуть, ну прям кино. Вот. А потом я играла труп на телеканале НТВ. Передача «Чрезвычайное происшествие»? Нет, что-то называлось «Дело Крапивиных». Я лежала в морге, я лежала на снегу мертвая, что-то такое, плохо помню уже. Вот. Ну, хорошо получилось? Вот этого, кстати, я не видела. Вообще. С самого детства, да, до сейчас, как менялось твое отношение к своему телу и к восприятию себя такой, какая ты есть? Ну, такой, как это говорится, точкой отсчета все-таки стали роды и беременность, роды. После этого как-то осознаннее начала подходить к своему телу и то, как я смотрю, в принципе, на других людей. Потому что в детстве, в самом, там, лет до 12, да, пока не начинает расти грудь и попа, все классно, ты бегаешь, а потом вдруг надо носить, видимо, лифчики, потому что какое-то внимание вдруг появляется странное, ну, незнакомое. Растет попа, тоже как-то
слишком быстро. И там начинается вот самое сложное, этот возраст где-то 14-18, самый жесткий вообще. Просто спасибо генетике, спасибо маме. У меня не бывает прыщей. Это супер подгон вообще, генетический, правда, потому что если бы еще прыщи были, я бы сдохла. Потому что я и так много комментариев в свой адрес получала. Там рыжая жаба, там толстая, всякое такое жирное. Вот. А если бы я еще была прыщавая, я не знаю, это было бы просто, это было бы too much. А потом? А потом оказалось, что я красивая. Когда я встретила Женю, мужа моего, он кинооператор, и он начал меня фотографировать, и у нас, случилась любовь. И как-то так оказалось, что а я такая ничего, а я такая вообще. И на меня смотрят люди, обращают внимание. Наверное, это с любовью приходит. Ну и добивочка — это вот беременность, вообще офигенное время. Я не знаю, может, это мне повезло, но я себя чувствовала просто сверхчеловеком. Ты глубоко беременная, пляшешь на съемках клипа Ивана Дорна. Да. И как это вообще случилось? Кайф. Мы рожали в Лос-Анджелесе. Почему? Я играла в театре, снималась у Андрея Петровича Звягинцева, ездила на гастроли. У нас не было даже времени провести вместе. И мы решили, что нужно поехать куда-то, отдохнуть. И мы понимали, что отдохнуть, наверное, не в России. И мы понимали, что если не в России, то, скорее всего, едем в один конец. И что-то нам друзья начали советовать Майами, что-то там такая проторенная дорожка для русскородящих женщин там. Вот. И в итоге знающие люди, мы ни разу не были в Америке, ни я, ни Женек, сказали, что в Майами скучно, Лос-Анджелес классно. И там так получилось, что был Айсултан Сейтов в Лос-Анджелесе, а Ваня там дописывал свой альбом. И Ваня, в смысле Дорн? Дорн, да-да-да. И как-то там все так совпало. Айсултан написал Ване, давай что-нибудь снимем. И вот как раз, Женек подъехал, и они только познакомились. Но кто тебя поставил в кадр, Женя? Я сама себя. Ваня говорит, мне нужны женщины, кастинг, да. И мы принесли очень красивые, подборку очень красивую. Он говорит, это все очень красивые. Мне нужны разные, мне нужны старые, одноглазые, однорукие, низкие, толстые, любые. Я говорю, можно будет беременная проститутка? Он так, да. Вот, и я сама себя, так сказать, номинировала туда. А ты перестала стесняться своего тела в принципе? Вот мы сейчас ехали, ты ныла, у меня там поп, у меня там то, у меня это. Не перестала? У меня вообще какая-то сейчас Я сейчас была на Кинотавре. Так. Первый раз в жизни. Понравилось? Вообще очень понравилось, да. Столько фильмов, столько людей. Но это же все одна большая такая кинотусовка, какой-то прям кинолагерь. Очень много фотографов. И иногда ты не очень хорошо получаешься на фотографии. И я что-то начала загоняться. Может, просто я устала, потому что, правда, мы смотрели много фильмов, и отдыхали. Культурно. Вот. Но я выходила вчера на дорожку, у меня там такое платье было, там такой разрез, и вот если ты будешь смотреть на меня вот так, там будет видна сиська. Не вся, а вот такая складка, короче. И меня просто... Я там всех, говорю, пожалуйста, следите, чтобы это все. А сейчас смотрю на фотки, классно получилось, все вообще нормально. Не знаю, что-то в голове у меня. Видимо, не может быть все, вот все хорошо. Нужно, чтобы была какая-то штука, чтобы о чем-то нужно переживать. Не знаю. В мире, где есть определенные стандарты красоты, как ты себе объясняешь, что ты очень красивая, но ты не похожа на эти стандарты красоты? И поэтому я красивая. Был ли какой-то фидбэк к тебе лично после совместного проекта с Манижей, который был про принятие своей внешности? Да, конечно. I will
not say sorry. I will not apologize. 'Cause I am who I am. I am who I am tonight. Во-первых, очень много было, я помню, этих репостов. И, и все, много кто писал девочек. А что писали? Но они говорят спасибо Маниже и мне, как артистке, которая снялась, поддержала, что говорим об этом, что не стесняемся, что освещаем эту тему, ну и что вы, Варвара, и вы, Манижа, вы такие обе, такие красивые, такие живые. Спасибо, что вы у нас есть. Ну и я, на самом деле, правда, часто, простите, это правда, получаю комментарии, что вот благодаря вам, Варвара, я полюбила, не знаю, свои ноги, свои руки, свое лицо, свои уши, свой голос. Плюс я еще, как-то так получилось, запустила танцевальный флешмоб. Я просто стала танцевать и снимать. А люди начали тоже танцевать и меня отмечать. Для меня это какая-то, не знаю, свобода. Я люблю танцевать. Мы сотканы из мелочей, миллиона веществ, дурных предчувствий. Мы темный лес, как есть. Через танец тоже начали девчонки раскрепощаться. Кто-то пишет: я так люблю, как вы танцуете. А я стесняюсь. Я говорю: почему? И они начинают танцевать. Класс. Что должно произойти в нашей стране, чтобы женщина почувствовала себя спокойно и абсолютно в своем праве быть собой? Может, Ленина убрать? Может, вот где? Ты думаешь, в Лене дело? Слушай, правда, не знаю. Наверное, как-то масс-медиа, журналы и, не знаю, освещать эти темы. Об этом должен быть какой-то диалог. Но все равно же начинается из семьи. Ты сейчас сыграла в короткометражке «Варя». Да. Главную героиню Варю, Да. которая девушка, которая мечтает быть пожарным, но ей не дают. Да. Где это разделение между женскими профессиями и не женскими, тем, что ожидается от женщины, и тем, что ей, по идее, недоступно? Ты чувствуешь, что это какое-то гендерное неравноправие? В случае с профессией пожарного, там действительно, это сложная профессия, да, энергозатратная и опасная, но я бы не сказала, что прям она мужская. Ты готовилась к роли? Я приезжала в часть, где мы снимали в пожарную, вязала узлы, одевалась на скорость в этой дымовой камере, ползала в полном обмундировании. Это очень тяжелые сапоги, весит это куртка, штаны, каска, еще сверху баллон, очень тоже тяжелый. По твоим ощущениям, женщина У меня может все быть классно получилось. Женщина может быть пожарной. Может. Ты катаешься на мотике, ты экспериментируешь со скоростью. Такое ощущение, что ты очень торопишься жить. Ты знаешь, я себя так комфортно чувствую в этом ритме. Не знаю, тороплюсь жить. Может быть, я просто жадина. В смысле, жадная до жизни. Не знаю, но мне нравится просто. Какой роли ты мечтаешь? Не знаю. А главный? Почему русские женщины всегда считают себя где-то на втором плане? Не знаю. Ты чувствуешь это? Конечно. Ты приезжаешь, не знаю, на Тенерифе, они там просто голые ходят, голые. И ты думаешь: вау, я думала, я такая раскованная. Нет. А приезжаешь в Москву... У нас холодно. Во-первых. Слушай, да, на самом деле, может быть, из-за того, что погодные условия. Не знаю, почему-то женщина в России какая-то да и вообще человек в России страдающий, рефлексирующий. Такой он сложный. Во всем виноват Советский Союз, может быть. Но какой-то, знаешь, когда все
как штампованные, что одни, как это называется, по ГОСТу, чтобы не выделяйся, ниже травы, тише воды. Тебе твои родители говорят, не лезь, не выделяйся. Ну, возможно, в детстве, там, типа, в каждой бочке затычка, там, любопытный Варваре базар нос оторвали, до такого, что прям, типа, не сиди... вот это вот, мало мне это говорила мама или папа, но это постоянно говорили учителя практически везде. И это странно. Ты ходишь на митинги? Да. Зачем? Чтобы заметили, чтобы обратили внимание. Кто? Эти. Мне кажется, что если выбирать между что-то сделать или ничего не делать, я выбираю что-то сделать. Я не хочу просто жить в мире с такой позицией типа «да чудо, да ничего мы не изменим, нет нафиг». Я не хочу так жить, я хочу жить с мыслью, я так живу, что я могу что-то изменить. Мне кажется, это очень хорошая позиция. А ты не боишься, что это как-то повлияет на твою актерскую карьеру? Я ничего не делаю противозаконного. Твоя политическая позиция? Она разве... да, такая позиция, что не будут меня снимать кто? Подскажи мне. В каких-нибудь больших фильмах с большими бюджетами на государственные деньги тебя не будут снимать, потому что ты против текущей власти. Смотри, Минкульт, да, это деньги государства, да, это наши с тобой деньги, да, мы все платим налоги. И когда, знаешь, там, типа, там то ли Горчильно обвиняли, что в Минкульт ходит, типа, брать деньги. Чуваки, это вы для нас, а не мы для вас, понимаешь? Это нет ничего, типа, противоестественного. Это наши деньги нафиг. Минкульт. Может ли женщина стать президентом России? Я в голове прокручиваю такую плеяду шуток. Пошути. А меня не будут брать сниматься тогда. Теперь я прокручиваю такую плеяду шуток. Сейчас все будут прокручивать. Отличный разговор. Да. Если бы ты гипотетически стала президентом России, Господь. что было первые 3 вещи, которые ты бы сделала? Вынесла Ленина, я поняла уже, да? Да, вынесла Ленина с ноги. Но хочется пенсию хорошую и зарплату хорошую, чтобы она была... Что-то я так сейчас серьезно начала думать. И хочется, чтобы, знаешь, чтобы вот... Я не знаю просто, как это сделать, да, но что вот есть Москва, да, а есть Россия. А хочется, чтобы вот развивать регионы и культурно, и да. Это, кстати, очень серьезная вещь, я согласна совершенно с этим. И там же все классно. Просто, да. Что важнее, свобода или безопасность? Свобода. Милосердие или справедливость? Справедливость. Карьера или семья? Семья. Все, спасибо. А мы обниматься будем? Будем, конечно. Николай Огнивцев, жираф и гипопотамша. Однажды в Африке купался жираф в реке. Там же купалась гипопотамша. Ясно, что она была прекрасна. Не смотрите на меня так странно, хотя гипопотамша красотой не славится, но она героиня романа и должна быть красавицей. При виде прекрасной гипопотамши жесткое жирафино сердце стало мягче самой лучшей замши и запела любовное скерце. Но она, гипопотамова жена, ответила ясно и прямо, что она замужняя дама и ради всякого сивого мерина мужу изменять не намерена, а если, мол, ему хочется жениться, то по возможности скорей пусть заведет жирафиху девицу и целуется с ней, и будет его жребий радостен и светел, а там, глядишь, и маленькие жирафчики появились.
Жираф ничего не ответил, плюнул и вылез. Спасибо. Спасибо.